Всем привет! Папский конклав 2025 года, назначенный на 7 мая, вызывает активные обсуждения о возможных преемниках Папы Франциска. Среди 135 кардиналов-выборщиков 108 были назначены самим Франциском, что предполагает вероятность продолжения его реформаторского курса. Однако, как показывает история, выборы понтифика могут быть непредсказуемыми. Кстати, самый молодой из кардиналов-избирателей – 45-летний украинец из Австралии Николай Бычок, а самый пожилой – 79-летний Карлос Азоро Сьерра из Испании. Но ждать еще несколько дней и быть в неведении как-то не очень хочется. И тут, конечно, на помощь пришел всезнающий искусственный интеллект. И вот что он нам поведал. Вот 3-4 наиболее вероятных кандидата. Кардинал Маттео Дзуппи, Италия, 69 лет. Архиепископ Болоньи, с 2022 года председатель Итальянской епископской конференции. Вырос в Риме, близок к движению Сант'Эгидио, католической общине, активно занимающейся примирением, помощью бедным и межрелигиозным диалогом. Известен как умеренный реформатор, близкий к папе Франциску. Его называют «итальянский Франциск» за свой акцент на бедных, социальную справедливость и мягкость суждений. Поддерживает открытость к диалогу с представителями других конфессий и с людьми, находящимися на периферии церкви. Шансы очень высоки. Он может быть компромиссной фигурой, достаточно реформаторский для францисканцев и достаточно традиционный, чтобы не оттолкнуть умеренных. Слабые стороны – некоторые кардиналы могут опасаться продолжения слишком либерального курса. Кардинал Луис Антонио Тагле, Филиппины, 67 лет, префект дикастерии по евангелизации. Это вторая по значимости должность в Ватикане после госсекретаря. Родился в Маниле, образован в США и Риме, владеет многими языками. Был архиепископом Манилы. Прогрессивный, часто сравнивается с папой Франциском. Харизматичный, улыбчивый, доброжелательный, почитаемый как в народе, так и в медиасреде. Влиятельный теолог, часто говорит о бедности, миграции и важности милосердия. Активно поддерживает идеи инклюзивности и сочувствия к маргинализированным группам, в том числе ЛГБТ, разведенным, мигрантам. Хорошие шансы, особенно среди кардиналов из Азии, Латинской Америки и Африки. Его избрание стало бы историческим, сделав его первым папой из Азии. Слабые стороны. Может казаться слишком эмоциональным и недостаточно жестким в управлении. Также в консервативных кругах опасаются его открытости. Кардинал Фридолин Амбонга Бисунгу, Конго, 65 лет, текущая должность – архиепископ Киншасы. В 2023 стал президентом симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара. Родился в провинции, был монахом-капуцином, ученый, преподавал моральную теологию. Борец за экологию и социальную справедливость, активен в антикоррупционной борьбе и защите прав человека. Консервативен в вопросах морали семья, аборты, однополые браки, но прогрессивен в социальной сфере. Имеет харизму, пользуется большим уважением как в Африке, так и в Ватикане. Представляет быстро растущую католическую общину в Африке. Шансы средневысокие. Его избрание подчеркнет глобальный и южный вектор церкви. Слабые стороны. Недостаток опыта в ватиканской дипломатии и управлении крупными институциями. Кардинал Пьетро Паролин, Италия, 70 лет. Текущая должность – государственный секретарь Ватикана, что есть аналог премьер-министра. Ватиканский дипломат с большим стажем. Служил в Нигерии, Мексике, Венесуэле, занимался переговорами с Китаем и Россией. Умеренный центрист. Хорошо знаком с внутренней машиной Ватикана. За баланс между традицией и обновлением. Акцент на роли дипломатии. Умелый переговорщик. Шансы реальные, если выбор падет на технического, а не харизматичного лидера. Слабые стороны. Некоторые критики указывают на его участие в финансовых делах Ватикана, что может восприниматься как «старая гвардия». Если бы голосование прошло сегодня, Маттео Дзуппи или Луис Тагле выглядели бы как наиболее вероятные компромиссные фигуры. Первый – для европейцев и умеренных, второй – для глобального юга и реформаторов. Продолжительность конклава зависит от того, насколько быстро кардиналы смогут достичь консенсуса.
Средняя продолжительность в последние века от 1 до 5 дней. Папа Франциск 2013 года избран на второй день после 5-го голосования. Бенедикт XVI 2005 года также на второй день после 4-го голосования. Иоанн Павел II 1978 года на 3-й день. Факторы, влияющие на длительность. Наличие ярко выраженного фаворита. Если такой есть, то конклав идет быстро. Разделение среди кардиналов. Если лагерь реформаторов и консерваторов приблизительно равны, то возможны затяжки. Здоровье и возраст многих участников. Предпочтение может быть отдано компромиссной фигуре, что также ускорит процесс. Прогноз на 2025 год. Если конклав начнется 7 мая и среди кардиналов уже есть предварительный консенсус, например, в пользу Дзуппи или Тагле, есть все шансы, что папа будет избран за 2-3 дня. Первый день конклава – открытие конклава. Утром кардиналы собираются на мессу про Элегендо Понтифице за избрание нового папы. После этого они торжественно входят в Сикстинскую капеллу, произносят клятву о тайне и изоляции. Вечером может состояться первое голосование. Если нет результата, сжигается бюллетень с черным дымом. Следующие дни. Каждый следующий день проходит по фиксированному распорядку. Утро, утренняя месса или молитва. 2 голосования около 9 и 11 часов утра. Если никто не набрал 2/3 голосов, не менее 90 из 135 кардиналов, черный дым. День. Обед и отдых в резиденции Домус Санктае Мартае, где кардиналы живут во время конклава. Вечер. 2 голосования около 16 и 18 часов. После каждого голосования снова черный или белый дым. Черный – голосование неудачно. Белый – папа избран. После избрания. Избранный кардинал принимает или отказывается, что в истории крайне редкий случай отказа. Если принимает, выбирает имя и облачается в белое. Затем кардинал-протодиакон объявляет «Хабемус папам», и новый папа выходит на балкон собора Святого Петра. Как проходит голосование в конклаве? Строго по установленному церемониалу, с глубоким символизмом и элементами ручного подсчета. Процесс голосования шаг за шагом. Раздача бюллетеней. Каждому кардиналу вручается бумажный бюллетень с надписью «Eligo in summum pontificem lat» – «Избираю верховным понтификом». Ни имени, ни отметок, он сам должен вписать фамилию избираемого кардинала от руки, стараясь не делать почерк узнаваемым. Процесс опускания бюллетеня. Кардиналы по одному подходят к алтарю в Сикстинской капелле. Они произносят клятву «Святой Христос, свидетель мой, что я отдал голос тому, кого по моему убеждению должен был избрать». Затем они складывают бюллетень 3 раза. Кладут его на специальное позолоченное блюдо. С этого блюда бюллетень пересыпается в урну на алтаре. Подсчет голосов. После голосования 3 кардинала-счетчика скрутаторис поочередно достают бюллетень из урны, зачитывают имя вслух и показывая всем, протоколируют имя в журнал. Затем бюллетени нанизываются на иглу, буквально на иглу, и сохраняются. Результат. Если ни один кандидат не набрал 2/3 голосов, бюллетени сжигаются с добавкой химикатов для черного дыма. Если папа избран, дым белый. Начинается процедура принятия выбора. И есть очень важные детали. Голосовать можно только за кардинала. По крайней мере, на практике с 1378 года все папы были из числа кардиналов. Если конклав затягивается, в прошлом это было больше 30 голосований. Тогда применяются дополнительные меры, например, ограничение питания. Сейчас это символическое напоминание, а не правило. Кардинал не может голосовать за самого себя. Формально не запрещено, но не поощряется. Ну вот теперь мы знаем, как проходит этот процесс, и остается только ждать. Интересно, угадал искусственный интеллект или нет? Ждать осталось недолго. Всем спасибо, подписывайтесь на канал и до встречи!